Стадион был наэлектризован. Десятки тысяч армий собрались под ночным небом, их лайтстики сияли, словно галактика фиолетовых звезд. Скандирование «BTS». 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 Эхом разносились по залу, вибрируя в воздухе, словно гром. Это был один из тех вечеров, когда от концерта ожидали исторического события, концерта, обещавшего радость, музыку и единение. Для армии это было больше, чем просто шоу. Это было воссоединение после месяцев неопределенности, слухов и домыслов, связанных с решениями HYBE о будущем BTS. Фанаты приехали со всего мира, высоко подняв баннеры, готовые выкрикивать каждую строчку. Некоторые ночевали здесь несколько дней, в то время как другие пересекли океаны, чтобы оказаться здесь, объединенные своей преданностью. Но за ослепительным светом и идеально отрепетированными выступлениями скрывалось скрытое напряжение. Слухи начали распространяться в интернете за несколько недель до концерта, слухи о разногласиях, давлении, решениях, принятых за закрытыми дверями в штаб-квартире HYBE. В центре внимания был Ви, также известный как Ким Тэ-хён, чьи недавние публичные выражения разочарования уже породили множество домыслов. За кулисами атмосфера была не такой гладкой, как представляли зрители. Ви тихо расхаживал, его обычное спокойствие сменилось бурей, закипающей в его глазах. Участники группы заметили это, особенно Чингук, который всегда был ему ближе всех. Чингук, золотой макне, сочетавший в себе силу и чуткость, чувствовал невысказанную тяжесть в зале. «Щон», – прошептал Чингук, положив руку Ви на плечо. «Ты в порядке?» Ви слегка, почти незаметно улыбнулся, но его молчание было красноречивее любых слов. Шоу началось с фейерверка. Вступительные номеры были захватывающими дух, хореография была идеальной, и толпа кричала с каждой высокой нотой и танцевальным паузой. Для зрителей это был пик BTS, неудержимая сила музыки и единства. Однако те, кто присматривался, замечали, что в тот вечер в энергии Ви было что-то другое. Его взгляд, обычно полный тепла и игривого озорства, казался более острым, тяжелым и полным невысказанного конфликта. По мере развития вечера сет-лист приближался к тому моменту, когда участники группы должны были индивидуально обращаться к фанатам. Обычно это была трогательная традиция, моменты смеха, слез и благодарности. Публика ожидала очередного раунда теплых слов. Но когда пришла очередь Ви, атмосфера изменилась. Он шагнул вперед, крепко сжав микрофон. Толпа взревела, скандируя его имя «Ким Тэ-хён, Ким Тэ-хён». Его глубокий голос эхом разнесся по стадиону, когда он начал «Я хочу сегодня говорить от всего сердца». От этих слов по залу побежали мурашки. В его тоне было что-то хриплое, что-то, что подсказывало, что это нетипичное выражение благодарности. За кулисами сотрудники обменялись нервными взглядами. Камера навела крупный план на лицо Ви, транслируя его выражение на гигантские экраны для всеобщего обозрения. Его челюсти были сжаты, брови нахмурены. «Я знаю, вы все ждали ответов». Продолжил он дрожащим от напряжения голосом. «Мы отдаем все на этой сцене, но иногда кажется, что наши голосы не слышны там, где они нужнее всего». Толпа ахнула. Чингук резко повернулся к нему. В его широко раскрытых глазах читалась смесь шока и страха. Он точно знал, на что намекает Ви, на напряжение с HYBE, на разногласия, которые тихо тлели за кулисами. Стадион погрузился в тишину. Тишина десятков тысяч людей была оглушительной, нарушаемая лишь тихим шелестом баннеров на ветру. Болельщики хватались за сердце, не зная, ликовать, плакать или ждать. Чингук, стоявший всего в нескольких шагах позади, почувствовал, как у него сжимается горло. Он всегда восхищался храбростью Ви, его готовностью высказывать свое мнение. Но этот момент был другим. Это была не просто честность. Это было противостояние, живое, неподдельное, которое невозможно игнорировать. Слова Ви пронзили ночь. Мы боремся за нашу музыку, за нашу свободу, за нашу правду. И иногда даже в своей собственной компании кажется, что мы боремся за то, чтобы быть самими собой.
Это было заявление, которое никто не ожидал услышать на сцене BTS. Публика разразилась криками, кто-то поддерживал, кто-то выражал замешательство, кто-то – недоверие. Сети мгновенно озарились миллионами армий по всему миру, яростно печатавших «Ви только что назвал HYBE?» У Чингука защемило в груди. Он видел боль в глазах Ви, тяжесть сдерживаемых годами эмоций, выплескивающихся наружу под ослепляющим светом сценических прожекторов. Впервые в карьере Чингук почувствовал себя бессильным. Он хотел остановить его, защитить, но также понимал его слишком глубоко, чтобы заставить замолчать. К тому времени, как Ви опустил микрофон, на стадионе царил хаос, слезы, ликование и вопросы смешались в бурю эмоций. И тут это случилось. Чингук шагнул вперед, дрожа, с глазами, остекленевшими от слез. Золотой Макне, который всегда был опорой, дарил фанатам улыбки независимо от обстоятельств, больше не мог сдержаться. Его голос дрогнул, когда он попытался заговорить, но слова не вырвались. Вместо этого по лицу ручьем потекли слезы. Толпа снова ахнула. Вид Чингука, плачущего на сцене под светом прожекторов, разбил сердце армии. Фанаты хором скандировали его имя, отчаянно пытаясь утешить его сквозь море шума. И в этот момент вечер превратился из празднества в историю. То, что должно было стать очередным триумфальным концертом, превратилось в сцену необузданных эмоций, откровений и выяснений отношений, которых никто не ожидал. Спокойствие исчезло. Буря началась. Еще до того, как шокирующие слова Ви потрясли стадион, среди армии уже поползли слухи о напряжении. Месяцами ранее зоркие фанаты заметили едва заметные изменения в поведении участников BTS во время интервью, прямых трансляций и пресс-конференций. Смех не утихал, очарование не ослабевало. Но некоторые фанаты утверждали, что между улыбками мелькали проблески усталости, нерешительности или невысказанного разочарования. Все началось с того, что HYBE анонсировали новый набор проектов, которые, казалось, ставили индивидуальные графики группы выше коллективных. Фанаты с нетерпением ждали сольных альбомов, возможностей для актерской карьеры и совместных проектов, но это объявление также вызвало вопросы. Неужели BTS разделились ради прибыли? Действительно ли их голоса были в приоритете? В частности, Ви, казалось, стал более открыто говорить о своих творческих трудностях. Известный своим уникальным артистизмом, любовью к джазу, классической музыке и желанием экспериментировать с новым звучанием, он часто намекал на чувство ограниченности. В прошлых интервью он иногда делал паузу перед ответом, его взгляд метался, словно взвешивая, сколько правды он может раскрыть, не вызывая волнения. В социальных сетях фанаты собирали воедино отрывки, анализируя каждый едва заметный взгляд, каждый вздох, каждый загадочный пост. Некоторые указывали на ночной прямой эфир, где Ви тихо сказал: «Хотел бы я показать вам все, что у меня на уме, но иногда все не так просто». Другие вспоминали его комментарий о желании быть свободным в искусстве фразу, которая за считанные часы разлетелась по всему миру. К началу концерта эти домыслы переросли в настоящую бурю. Онлайн-форумы гудели от теорий. Некоторые армии считали, что HYBE загоняет участников группы в перегрузки. Другие подозревали творческие разногласия. Некоторые даже шептали, что некоторых участников заставляют молчать в решениях, напрямую влияющих на их музыку. Внутри компании атмосфера была не намного легче. Сотрудники, как сообщается, тоже ощущали напряжение, плотный график, растущие ожидания и давление, связанные с необходимостью поддержания мирового господства группы. Все знали, что BTS — это уже не просто группа. Они стали империей, а империи требуют контроля. Однако для Ви контроль стал цепью. Его творчество процветало на свободе, в поиске новых идей, в аутентичности. Чем более скованным он себя чувствовал, тем более беспокойным он становился. Близкие друзья описывали его как человека, который таил в себе невысказанные эмоции, словно грозовая туча, молчаливого, тяжелого, но готового в любой момент разразиться. А еще был Чингук. Младший участник группы всегда восхищался бесстрашием Ви. Их связь была выкована годами смеха, ночных разговоров и общих трудностей в дороге.
Чингук часто обращался к Ви за мудростью, а Ви находил утешение в его искренности. Но в последнее время даже Чингук чувствовал, как тяжесть давит на его Хёна. Он видел, как Ви замолкал во время репетиций, как его руки задерживались над незаконченными нотами, как его взгляд становился жестким, когда в комнату входили руководители HYBE. «Хён», – прошептал Чингук однажды вечером после репетиции, когда остальные уже разошлись по домам. «Ты что, ссоришься с компанией?» Ви долго смотрел на него, прежде чем ответить. «Это не борьба, Чингук. Это борьба между тем, чего они хотят, и тем, кем мне нужно быть». Эти слова запали Чингуку в душу. Он понял, хотя и не мог выразить это в полной мере. У него самого были трудности с давлением.